Друзья, приветствую вас. Давайте валюту и нефть сейчас чуть-чуть попозже рассмотрим. Сейчас мы посмотрим акции. Так, вот это недельный график Газпрома. Если его рассматривать глобально, у нас здесь получается, что бумаги выгодно, исходя из объемов торгов, находиться в диапазоне верхнем 242, 260. Вот, и, соответственно, если она проваливается вниз, то у нее наиболее выгодный диапазон, исходя из объема торгов, 235, 222. Вот здесь она достаточно активно торговалась. Вот, и, соответственно, при пробое 222 поддержка 190, первая, где будет останавливаться цена. Ну вот 205, но здесь меньше объемы проходили. И потом, соответственно, уход в диапазон 170, 152. Так, сейчас мы находимся вот здесь. Давайте еще месячный график более глобально. Так, сейчас мы находимся вот здесь. Здесь, в принципе, тоже объемы проходили, хотя не очень большие. То есть, конечно, если она получит стимул для роста, наиболее, скажем так, цена, к которой она будет стремиться, это 285-290. Вот. Или же, соответственно, вернуться в диапазон 235 или 208. Это если смотреть глобально на ход цены Газпрома. Так, дневной график. Дневной график у нас получается, бумага, она не устояла в диапазоне 245-248. Она начала отсюда пытаться развернуться. Вот разворотная формация образовалась. Бумага ходит прямо как американский индекс S&P. Падает индекс, падаем мы. Индекс начал пытаться развернуться и, соответственно, остаться в верхнем ценовом диапазоне. То же самое «Газпром» повторяет это движение. Вот разворотная формация и попытка отскока. Но как мы видим, здесь вот цены, которые наиболее выгодны для акции, по которым торговаться, это 248-249 и следующее это 255. То есть с учетом разворотной формации, если позитив в четверг сохранится по нефти Америки, то мы увидим наиболее вероятный сценарий движения вот сюда, 255. Так, если мы поставим 4-часовой диапазон, то здесь у нас те тенденции, которые на дневном, они подтверждаются. То есть вот 255 наиболее вероятный сценарий для движения. Если 255 достигает и начинает торговаться, то, соответственно, в дальнейшем может тестировать 263. Для того, чтобы на 255 выйти, должен пробить 252, проторговаться и, соответственно, будет заход 252-255. Так, но если вот эту консолидацию рассматривать, которая была предыдущая, в которой шла проторговка, то, соответственно, это где-то 251, 250 и 256. То есть вот этот диапазон, где бумаги находиться достаточно выгодно. Вот. Ну и цена, к которой она будет стремиться, 255, здесь наибольшие объемы проторговались. Так, ну вот на 4-часовике здесь тоже разворотная формация. И бумага пытается выйти из диапазона 245-248. Хотя на вечерке нету четкого понимания, что крупные игроки набирали по нему позиции. То есть там 50 на 50 ситуация была. Так, давайте часовик посмотрим. Так, по часовику у нас получается, вот здесь произошла консолидация. И дальше была попытка пробоя ухода вверх. Но по часовику пока эта попытка, она не завершилась. То есть вот цена выскочила на 252, пробила 250, диапазон консолидации предыдущий, и потом вернулась назад и закрылась, ну, выше 248, где-то на пределе 248-249.
Вот, поэтому, исходя из часовика, пока цена вернулась вот в эту нижнюю консолидацию 245-248, вот, но тем не менее, если сегодня будет позитив по США и по нефти, нефть же выросла, то вполне можем увидеть опять вот движение наверх и заход в проторгованный уровень 251-255. Вот, соответственно, зайдет сюда, здесь начнет торговаться. Следующая цель для движения 260. 260 и дальше перехай 263. Пробитие на растущем объеме уведет вверх. Вот, ну и здесь у нас опять же сохраняется 244,5 значение, при пробое которого бумага уйдет вниз. У нее, соответственно, будет уже другой диапазон. То есть вот она пробивает 244,5, то высока вероятность того, что она уходит сначала торговаться 239-243, и после этого, если здесь не удерживается, уходит на уровень 236-233. Вот сюда вот. Вот. Но и у нее наиболее устойчивый уровень потом это 228-222. Однако сейчас пока вот из-за отскока S&P достаточно высокая вероятность того, что попытается она выходить вот из этого наторгованного диапазона 245-248. И, соответственно, у нее цель движения 253-255. Вот. И потом, возможно, тестирование на 260. Здесь по «Газпрому» много противоречивой информации. И заседание правления, которое непонятно, какое решение окончательное примет по дивидендам. И новости о строении второй части ветки через Монголию, силы Сибири. Вот. Ну, там много предположений самых разных высказывается на этот счет. В Телеграме можно их посмотреть. Ну вот, в частности, канал «Мысли, не мысли» публикует такую версию по поводу того, зачем вообще это строить в Монголии вторую ветку. Но, на мой взгляд, вот мы сейчас целиком идем в фарватере США, ну как и раньше это было. Вот, соответственно, если наблюдаем позитив по Америке, наблюдаем позитив по нефти, то высока вероятность того, что «Газпром» он не будет здесь пробивать нижний уровень, а еще поконсолидируется и пойдет, соответственно, в более высокий ценовой диапазон. Это 250, 255, 256. И, соответственно, отсюда будет стремиться выйти наверх. Тогда вот это вот движение, которое было на днях, это получается ложный пробой вниз. Вот. Но здесь, видите, ситуация она очень стремительно меняется. Это связано с тем, что рынки перекуплены. И, соответственно, здесь вот начинаются попытки провести корректирующее движение вниз, чтобы пар выпустить. Вот. Но поскольку, видимо, пока не подошло время для того, чтобы начался обвал такой мощный, происходят вот такие ложные пробои вниз, пока ложные пробои. И, соответственно, возврат предыдущий на торгованные диапазоны. Но то, что начинаются такие резкие спады, это говорит о том, что, наверное, где-то вершина максимальных значений, она уже либо достигнута, либо близко. И что как бы действительно сейчас получается ситуация, как на пороховой бочке. Вот, но пока ее сдерживают. Пока ее сдерживают, выкупают. Вот, но тем не менее, надо не забывать о стопах. Снятие их или неудачная переустановка, она приводит к значительным проблемам. Это неоднократно практикой подтверждено. Поэтому, если вы даже бумагами без плеча оперируете, все равно не забывайте стопы ставить. И потом, когда цена в вашу сторону идет, двигать в направлении движения цены. Вот, исходя из текущей ситуации, наиболее вероятное движение «Газпрома» это вверх. Вот цель 254-255. После перехода в более высокий ценовой диапазон
Вот. Ну и вероятность того, что пойдет пробивать 244,5, она сохраняется, но она на текущий момент с учетом движения Америки и нефти не очень большая. То есть сейчас больше шансов указывает на то, что он попытается выскочить из этого диапазона проторгованного и вернуться в 250-256. Так, друзья, ну вот сейчас большой интерес к бумаге Новатэк в связи с тем, что ее ребалансировали в индексе MSCI. Вот, кроме того, тоже газовая бумага. Так, ну вот недельный график. Соответственно, на этом недельном графике видно, что сейчас вроде рисуется разворотная формация. Если мы посмотрим дневной график, то здесь у нас в среду был ложный пробой сильного уровня 1250. Однако пробой этого уровня он не завершился падением стоимости. Это связано с двумя факторами. Первый фактор то, что появился позитив по Америке и по нефти, он, соответственно, начал все тащить наверх, назад. Вот. И другой фактор, что прогулялись с 1250 на 1236, соответственно, это вполне комфортный диапазон, чтобы собрать все стопы по бумаге. Так, ну и что мы здесь видим? Вот у нас прямо с утра вот это движение состоялось, то есть удар. Пробили 1250, но вот этот вот часовой график, свеча разворотная, хвостатая вот эта вот свеча, молот или зонтик. Вот. И следующая свеча не подтвердила пробой часовая. И, соответственно, начался выход из этого диапазона после того, как стопы собрали и ушли в наторгованный уровень. Вот. Ну, бумага, она целиком разделяет движение США, как и весь наш рынок. Вот. И поэтому, если сегодня у нас продолжается позитив по Америке и по нефти, то либо она находится вот в этом диапазоне 1260-1274, или она будет пытаться его пробить, если Америка начнет расти. И, соответственно, у него ближайшая цель движения будет 1289-1290. Вот если она закрепляется в этом диапазоне 1294-1281, она отсюда будет стремиться потом выйти наверх, и цель движения у нее будет 1309-1308. Вот, пока вот она консолидируется, и здесь идет поджатие. Поджатие, оно обычно завершается резким выходом куда-либо, вверх или вниз. Но здесь все достаточно просто. Куда пойдет Америка, куда пойдет нефть, туда пойдет и Новатэк. То есть, если банкет на S&P продолжается, то, соответственно, высока вероятность выстрела и пробития 1280 и потом диапазон 1289 плюс-минус вот здесь. Вот, соответственно, если Америка будет падать, двигаться вниз, то мы увидим опять 1250 тестирование. И если закрепимся по 1250, бумага пойдет вниз. Ну вот 5-минутный график. Здесь вот видно, как эта игра с пробоем разворачивалась. То есть вот пробили 1250 сразу с открытия, пошли вниз. Вот. И здесь, когда пошел позитив с Америки, пошел разворот. Ну, здесь с утра там фьючерс торгуется. Соответственно, как только здесь пробили, собрали стопы, и началось движение, разворотная формация, отскочили и зашли назад. То есть 1250 ложный пробой был и, соответственно, возврат в предыдущую консолидацию. Так, ну, получается, что надо смотреть упорно на нефть и на Америку. В общем-то, это и раньше было очевидно. Но по нефтяным газовым бумагам эта закономерность, она прям вот абсолютно четко работает. Так, дальше давайте посмотрим. Так, дальше Северсталь. Северсталь никак
не восстанавливается, она торгуется после отсечки вот в этой нижней консолидации, но пока бумага не пробила 860 уровень, она здесь вот консолидируется и будет в случае позитива по чермету, по китайскому, по американскому, она будет пытаться попробовать протестировать 896. Вот у нее здесь есть уровень 896, 895. Вот, поэтому если она удерживается вот в этом проторгованном диапазоне, который находится от 871 до 886, она, скорее всего, отсюда попытается сделать заход на 895, 896, вот сюда вот. Вот. Если же она пробивает 860 на растущем объеме и закрепляется, то она идет на 725. Так, пока торгуемся в этой консолидации, но вот здесь разворотная формация. То есть вполне может сейчас движение вниз затормозиться, и бумага попробует сделать отскок вот сюда вот на 895. Но это произойдет при условии того, что будет пробой 883 на растущем объеме. 883, 885. Так, давайте часовой график посмотрим. Так, часовой график указывает на то, что вот у нас произошел здесь ложный пробой. Цена вниз не пошла, вернулась в консолидационную область. Сейчас она попытается, если будет позитив сначала по Китаю, потому что на Китае очень сильно металлурги черные завязаны, и по США, то она будет выходить, скорее всего, 880 пробивать и пытаться пробить 890, сходить на 895, 896, вот сюда вот. Так, соответственно, здесь у нас получается пока вот эта консолидация 880, 870, вот, и пробой 870 на растущем объеме приведет на 860, пробитие на 860 уводит ее вниз. Вот, я думаю, сегодня в четверг уже, будет вот этот диапазон по бумаге. Соответственно, если она его пробивает, уходит, скорее всего, на 890, и пробитие 890 ее выбросит на 895. Вот, но здесь надо смотреть, что происходит с черметом китайским и американским. И бумага, она, в общем-то, вполне следует тренду этих компаний. То есть, если Америка удержится на хаях и не будет негатива по черным металлургам, то, скорее всего, она будет пытаться отработать вот эту цель, которая находится на 895. Если же будет негатив по китайским, по американским металлургам и, соответственно, движение вниз по индексам, то черная металлургия – это, в общем-то, один из тех секторов, который начинает падать первым. Так, друзья, дальше Сбербанк. Сбербанк пробил 232. Вот, но тем не менее он в диапазон 228-225 так и не перешел. Вот здесь у нас нарисовалась разворотная формация, и сейчас идет попытка разворота и движения на 235, 234, 235, вот сюда вот. Вот, ну, на самом деле у него сильно проторгованный диапазон 228, 225 и 232, 235. Но поскольку как бы все движение оно идет в корреляции с Америкой и нефтью, то поскольку Америка начала отскакивать и нефть тоже отскочила, то вполне вероятно, что по Сбербанку мы увидим проторговку в диапазоне 230-232 и тестирование 234-235. Следующая цель 238. Вот, но здесь корреляция достаточно сильная с Америкой и с нефтью, и поэтому в четверг, скорее всего, если позитив
сохраняется по внешним рынкам, по нефти, то, соответственно, Сбербанк будет идти наверх. 234. Вот сюда вот 235, даже 235, если по часовику смотреть. И, соответственно, достижение 235 и проторговочка в этом диапазоне. И бумага после этого будет стремиться на 238 сходить, 239, вот сюда, в этот диапазон. Вот. Ну и, соответственно, если по Америке, по нефти начинается откат, то для него сейчас наиболее устойчивое движение – это диапазон 228-225. То есть будет пробой 230 и возврат в диапазон 228-225. Так, это Сбербанк. Так, ну и вот ВТБ, по ВТБ, опять же, в соответствии с полной корреляцией американским рынком и рынком нефти, соответственно, возврат вот сюда вот, в эту консолидацию 43 350 и ниже не происходит пока. То есть задержались на вот этом проторгованном диапазоне, который вот обозначен 44 190. Среда закрылась разворотной свечой. Правда, обычно эта свеча, она не очень высокую вероятность разворота указывает. Но с учетом того, что позитив по Америке и по нефти, если такая ситуация продолжается, то, скорее всего, будет возврат сначала на 45 555 и потом вот в этот проторгованный диапазон, который находится 45 815, 46 620, вот сюда вот. Так, но здесь у нас полная корреляция. Финансовый сектор, он, металлурги, черный финансовый сектор очень с высокой степенью вероятности коррелирован с Америкой и с нефтью. Вот, и поэтому, соответственно, если позитив по Америке, по нефти, то будем вот отсюда разворачиваться. И первая цель движения 45 140, 45 575 по часовому графику. Вот. А дальше он оставил достаточно много целей. Вот они по горизонтальным объемам. Их можно определить 46 440, 46 850. Вот. И дальше у него цель 48. Если продолжается позитив на Америке и нефть удерживается. Хотя вот по нефти у меня, честно скажу вам, сомнения, что ее сейчас к 63 загнали. Вот. Посмотрим, как события будут развиваться, когда история с Сауди Арамко окончательно разрешится. Я думаю, высока вероятность того, что она все-таки в новый обозначенный нисходящий канал вернется. Так, ну и если позитив будет развиваться, то вот нам 48 нужно протестить, пробить и уйти повыше. Вот. Но в любом случае, сейчас, если позитив сохраняется по Америке, по нефти, то мы вот из этого проторгованного диапазона, здесь развернувшись, скорее всего, возвращаемся сюда 45 315, 45 855. Так, давайте еще часовик посмотрим. Так, а по часовику у нас получается, если мы удержались вот в этом диапазоне проторгованном 44 015, у нас цель движения наверх при позитивном внешнем фоне 45 010 и дальше проторговочка 45 325, 45 595, вот сюда вот. Вот, поэтому по Америке, по нефти позитив, идем, соответственно, по всему нашему рынку, и в том числе по банкам, по ВТБ наверх. Если как бы Америка начинает падать, проседать и по нефти негатив, то, соответственно, вот это пробиваем, идем на консолидацию, которая ниже находится. Спасибо за внимание. До свидания.